Представьте, что вы инвестировали внушительную сумму в хай-энд-систему. Подобрали безупречный ЦАП, кабели, усилитель и акустику с огромным динамическим диапазоном. А затем сели в кресло, открыли плеер на компьютере и привычным жестом сделали звук чуть потише, потянув мышкой ползунок громкости. В этот самый момент вы только что, как поговаривают, девальвировали свои инвестиции, превратив студийную запись в файл с разрешением уровня старого компакт-диска или хуже. И железо здесь ни при чем. Вы столкнулись с безжалостной математикой цифрового затухания. Элеонора, давай начнем без долгих вступлений. У меня в голове не укладывается один момент. Мы тратим годы на поиск компонентов с минимальным уровнем искажений. Изучаем графики, ищем устройства с максимальным эффективным количеством бит, тем самым показателем ENOP. Но в реальности большинство людей регулируют громкость прямо на экране смартфона или компьютера. Но некоторые считают, что это технологическое преступление против звука. Потому что мы путаем наше физическое восприятие звука с тем, как компьютер видит данные. В аналоговом мире, когда ты поворачиваешь ручку хорошего потенциометра на усилителе, ты просто увеличиваешь сопротивление. Электрический сигнал становится слабее, но его структура, его непрерывность не меняются. Шум падает вместе с сигналом. В цифровой же среде ползунок громкости — это не регулятор, это калькулятор. Калькулятор? То есть, делая музыку тише, программа буквально пересчитывает файл на лету? Пересчитывает. Цифровой звук — это набор зафиксированных значений, чисел. Чтобы сделать звук тише в 2 раза, то есть на 6 дБ, процессор должен разделить каждое число в аудиопотоке на 2. Кажется, что в этом сложного? Но аудиофайлы чаще всего записаны в формате с фиксированной запятой — 16 или 24 бита. И когда начинается деление, неизбежно появляются дробные остатки, которые просто некуда записать. И еще нам надо учесть, что шаг изменения громкости менее 1 дБ. Это то, что мы ожидаем от классного оборудования. А это все не кратное деление. И кроме простых атенюаторов, кратное деление практически не используется при регулировке громкости. Но есть ли выход? Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Элеонора. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали. Давай поясним на простом примере, как наглядно представить эту потерю. Представь цифровую фотографию высокого разрешения. Мы решили сильно уменьшить ее яркость. После математических операций многие значения пикселей становятся дробными. Но если формат хранения допускает только целые значения, эти дроби приходится округлять. А любое округление — это небольшая ошибка. Цвета пикселей искажаются. То есть проблема не в самом уменьшении яркости, а в том, что результат вычислений не всегда удается сохранить точно? Да, пока результат записывается в свой пиксель с достаточной точностью, все хорошо. Но если его приходится записывать в формат с ограниченной разрядностью, часть информации может потеряться. И в аудио происходит похожая история? Да. Когда мы уменьшаем громкость цифрового сигнала, амплитуды отсчетов часто становятся дробными числами. Если дальше сигнал хранится или передается в формате с фиксированной разрядностью, например, 16 бит, эти значения приходится округлять. Ошибки округления образуют так называемый шум квантования. Получается, самые тихие детали музыки страдают сильнее всего? Обычно да. Чем тише полезный сигнал, он ближе к уровню младших битов, тем заметнее влияние ошибок округления. Поэтому затухание реверберации, очень тихие послезвучия и другие низкоуровневые детали оказываются наиболее уязвимыми. Подожди, но тогда действительно уменьшается эффективная разрядность записи? Если говорить о конечном сигнале в формате PCM с фиксированной разрядностью, да. Есть удобное инженерное правило.
Ослабление примерно на 6 дБ соответствует потере около 1 бита эффективного разрешения. Поэтому уменьшение уровня на 24 дБ эквивалентно использованию примерно на 4 бита меньшего диапазона. Тогда получается, что любое цифровое уменьшение громкости вредно? Не совсем. Все зависит от того, в какой точности выполняются вычисления. Например, многие современные программы обрабатывают звук в 32-битном или 64-битном формате с плавающей точкой. В том числе и программа конвертера аудиофайлов AUI-конвертер позволяет регулировать громкость с точностью до долей децибела в 64-бит float, формат двойной точности. В таком представлении ошибки вычислений становятся настолько малы, что практической проблемой обычно оказывается уже не сама регулировка громкости, а последующее сохранение результата в формат с ограниченной разрядностью. То есть опасность возникает в первую очередь в момент возврата к 16 или 24 битам? Именно. Пока сигнал находится внутри высокоточной математической среды, потери ничтожны, и их можно не учитывать. А вот при окончательном квантовании обратно в фиксированную разрядность уже появляются ограничения, диктуемые математикой самого формата. С вычислениями в форматах с плавающей точкой все ясно. Но что будет, если уменьшить громкость на доли децибела или на 1-2 децибела, выполняя все вычисления исключительно в целых числах? Или это невозможно? Это вполне возможно. Более того, именно так десятилетиями работали многие DSP-процессоры. Такой подход называется арифметикой с фиксированной точкой. Но ведь целые числа не умеют хранить дроби. Как тогда уменьшить громкость на 1 децибел? Вот здесь начинается самое интересное. Ослабление на 1 децибел соответствует умножению примерно на коэффициент 0,89125. Поскольку целые числа не умеют работать с такими значениями напрямую, процессор хранит коэффициент в масштабированном виде. То есть дробь маскируется под большое целое число? Процессор сначала притворяется, что умеет работать с дробями, выполняет вычисления с запасом точности, а потом все равно вынужден округлить результат обратно до целого числа. Именно в момент этого округления и возникает ошибка квантования. Давай копнем глубже. Если мы договорились, что работаем только с целыми числами, как тогда можно умножить на 0,89125? Ведь это дробь. Представь, что процессор временно делает вид, будто после запятой существует еще несколько дополнительных разрядов. Например, вместо коэффициента 0,89125 он использует число 89125 и держит в уме, что последние 5 цифр — это условная дробная часть. То есть он работает с числом 89125, хотя на самом деле подразумевает 0,89125 тысячных. Именно так. Допустим, у нас есть аудиоотсчет со значением 10 тысяч. Процессор умножает его на 89125 и получает 89 миллионов 125 тысяч. Затем отбрасывает условный масштаб, убирает нулей столько, сколько нужно, и получает примерно 8912,5. Но число 89125,5 снова содержит дробь. Вот здесь и возникает главная проблема. В памяти для такого отсчета можно сохранить только целое число, поэтому приходится выбирать – записать 8912 или 8913. И эта разница в полшага становится ошибкой квантования? Да. Идеальный математический результат был 8912,5, а реально сохраненное значение отличается на половину младшего шага. Именно такие небольшие ошибки возникают при большинстве операций обработки звука в целочисленной арифметике. Есть разные виды округлений. Самое точное — к ближайшему целому. Так, например, делает программа аудиоконвертера AUI-конвертер с традиционными WAV, FLAC и другими записями. С DSD это работает похоже, но несколько иначе. Подробнее об изменении уровня и аудиообработках однобитного DSD почитайте по ссылкам в описании. Давай объясним еще проще. Откуда берутся потери? Представь линейку, на которой нанесены только целые миллиметры.
После вычислений мы получили длину 85,5 мм, но записать мы можем только целое число. Приходится выбирать между 85 и 86 мм. Вот эта разница между идеальным результатом и ближайшим доступным значением и называется ошибкой квантования. Значит, проблема возникает не из-за изменения громкости как такового, а из-за необходимости округлять результат. Да, причем даже очень небольшое изменение уровня может породить ошибку округления. Вопрос только в том, насколько велика эта ошибка по сравнению с полезным сигналом. А почему тогда инженеры так любят вычисления с плавающей точкой? Потому что они позволяют существенно уменьшить накопление ошибок при многочисленных операциях обработки. Когда мы выполняем регулировку громкости, эквализацию, микширование, компрессию и другие процессы подряд, запас точности становится очень полезным. То есть разница становится заметной прежде всего при сложной обработке? Да, одна операция изменения уровня редко является проблемой сама по себе, но длинная цепочка вычислений постепенно накапливает ошибки округления. Поэтому современные аудиоредакторы обычно работают во внутреннем формате с очень высокой точностью. Кроме того, ограничение количества разрядов чисел при умножении 16 или 24 ли, 32 или 64 также приводит к необходимости отбрасывать определенное количество разрядов при умножении, что дополнительно вносит ошибки. Например, Многие программы используют 32-битный или 64-битный формат с плавающей точкой. Например, в AUI-конвертер регулировка громкости также выполняется в 64-бит float, двойная точность, с возможностью задавать уровень вплоть до десятых долей децибела в ручном режиме и в автоматическом. Благодаря огромному запасу точности ошибки округления оказываются значительно ниже уровня шума для любых реальных музыкальных сигналов. А значит, когда мы уменьшаем громкость на 0,5 или 1 дБ, сам коэффициент уже не становится проблемой. Не становится. В современных высокоточных вычислениях основные ограничения обычно возникают уже на этапе окончательного сохранения результата в формат с фиксированной разрядностью, например, 16 или 24 бита. Если вычисления делаются правильно и округляются тоже корректно. Далее мы переходим к ответам на вопросы наших зрителей. Тема технологических ограничений в аудио слишком масштабна для одного выпуска. Поэтому статьи и подробные разборы мы собрали для вас в описании к этому видео. Переходите по ссылкам, там много полезного. Итак, первый вопрос наших зрителей. Расскажите, откуда берутся Hi-Res-файлы? И сколько их честных, а не переконвертят программой из SD-формата с порчей исходника? Здесь важно разделить два совершенно разных вопроса. Откуда берутся Hi-Res-файлы и сколько среди них настоящих? Начнем с первого. Честный Hi-Res появляется тогда, когда на каком-либо этапе производства музыки используется разрешение выше стандарта CD. Например, запись может выполняться в 24 бит 96 кГц, 24 бит 192 кГц или еще выше. Практически все современные студии сегодня, в 2026 году, работают именно в таких форматах, поскольку они удобны для обработки, сведения и мастеринга. То есть большая часть современной музыки изначально существует в Hi-Res? Да, уже достаточно давно для новых записей это скорее норма, чем исключение. Даже если итоговый релиз потом выпускается на CD или стриминговых сервисах, внутри студии материал обычно живет в 24-битном формате и часто с частотами дискретизации выше 44,1 тысячи кГц. А потом мастер-запись в высоком разрешении адаптируется к форматам дистрибуции, такими программами конвертации аудиофайлов, как, например, AUI-конвертер. Тогда откуда взялось столько споров вокруг настоящего Hi-Res? Из-за второго вопроса. Наличие файла 24192 еще не гарантирует, что внутри действительно содержится информация, которой не было в CD-версии. Например, если взять обычный CD, переконвертировать его в 24192 и сохранить в новом файле, дополнительная музыкальная информация не появится. Размер файла станет больше, цифры в характеристиках станут красивее, а содержание останется прежним.
То есть такой файл формально Hi-Res, но фактически нет. Именно. Формально он соответствует формату Hi-Res, но не содержит дополнительную полезную информацию. А много ли таких релизов? Точной статистики не существует. Никто не публикует отчеты о происхождении каждого мастера. Но ситуация в 2026 году заметно лучше, чем была 10-15 лет назад. Большая часть новых студийных релизов действительно имеет Hi-Res происхождение, ибо нет особого смысла экономить. А преимущества Hi-Res понятны. Это может раскрыть потенциал по качеству звука для аналогово-цифрового преобразователя при записи и цифроаналогового преобразователя при воспроизведении. Поэтому имеет смысл адаптировать записи в CD-качестве к высокому разрешению такими программами, как AUI-конвертер, а иногда и используя такие технологии реконструкции ультразвука, как в AUI Audio Upscaler. Об этом можно почитать статьи и посмотреть видео по ссылкам в описании к этому ролику. Основные вопросы к подлинности Hi-Res обычно возникают со старыми альбомами, записанными в аналоговую эпоху или в ранние цифровые годы. Там все зависит от того, сохранились ли оригинальные мастер-ленты и как именно выполнялся ремастеринг. Получается, нельзя по одной надписи 24192 или метаданным файла понять качество записи? Совершенно верно. Гораздо важнее происхождение мастера, качество записи, качество сведения и мастеринга. Хорошо сделанный релиз 16-44,1 ГГц может звучать лучше плохо подготовленного релиза 24-192. Тогда как обычному слушателю понять, честный перед ним Hi-Res или нет? Самый надежный способ — изучать историю релиза и анализировать сам файл. Иногда спектральный анализ показывает наличие информации выше диапазона CD, а иногда демонстрирует, что перед нами, скорее всего, апсэмплинг. Однако и здесь нет стопроцентного метода. Отсутствие ультразвука еще не доказывает подделку, а его наличие не гарантирует высокое качество записи. Кроме того, если Hi-Res аудиофайл обработан оптимизированным фильтром AUI-конвертер, он не будет содержать ультразвук, хотя тот и был на исходной записи. Такое удаление ультразвука позволяет устранить нежелательный шум на некоторой аппаратуре. Поэтому я бы сформулировала так. В 2026 году большинство новых Hi-Res релизов имеют вполне реальное Hi-Res происхождение. Но сама надпись 24 бит 192 еще не является доказательством того, что конкретный релиз содержит больше полезной музыкальной информации, чем его качественная CD-версия. Следующий вопрос. Внутренняя звуковая карта компа. Есть аудиофильские модели с поддержкой Hi-Res и чипами, которые добавляют в ЦАПы. Они по качеству могут быть равными ЦАПу или все-таки схемотехника не позволит этого? Да, могут. Сам по себе факт, что звуковая карта находится внутри компьютера, не делает ее автоматически хуже внешнего ЦАПа. Но ведь внутри компьютера полно помех. Процессор, видеокарта, блок питания. Это действительно одна из главных инженерных проблем. Внутри системного блока присутствует большое количество высокочастотных помех, и самые влиятельные — это помехи по линиям питания. Поэтому разработчикам внутренней звуковой карты приходится уделять большое внимание разводке платы, экранированию, питанию и аналоговой части устройства. Получается, все упирается не в расположение, а в качество реализации? Как всегда. Многие люди смотрят на название ЦАП-чипа и делают выводы по нему. Но один и тот же чип может показать совершенно разные результаты в разных устройствах, в разных, как говорят, обвязках. То есть сам чип не определяет итоговый звук? Он определяет, но лишь часть характеристик. После него на плате идет аналоговый тракт и прочие цепи. Преобразование ток напряжения, фильтры, операционные усилители, питание, разводка земли, защита от помех. Нередко именно эти узлы оказывают большее влияние на измеряемые параметры, чем сам ЦАП-чип. А существуют внутренние карты, которые по измерениям не уступают внешним ЦАПам? Да, причем такие устройства существуют уже много лет. Хорошо спроектированная PCI или PCIe-карта способна обеспечить очень низкий уровень шума, искажений и джиттера. В ряде случаев ее характеристики оказываются сопоставимыми с отдельными внешними ЦАПами аналогичной ценовой категории.
Также такое устройство можно засинхронизировать по внешнему генератору. Тогда зачем вообще покупать внешний ЦАП? Причин несколько. Во-первых, внешний корпус позволяет физически удалить аналоговую часть от источников помех внутри компьютера. Во-вторых, проще реализовать собственное качественное питание. В-третьих, внешний ЦАП удобнее использовать сразу с несколькими источниками сигнала — компьютером, стримером, телевизором и так далее. То есть внешний ЦАП не гарантирует автоматически лучший звук? Совершенно верно. В аудио нет закона природы, который запрещал бы внутренней звуковой карте достигать уровня хорошего внешнего ЦАПа. Все определяется конкретной реализацией. А поддержка Hi-Res здесь вообще имеет значение? Сегодня это скорее обязательный пункт спецификации, чем показатель качества. Поддержка 24 бит, 192 кГц, DSD или даже более высоких режимов говорит лишь о совместимости с такими форматами. Намного интереснее смотреть на реальные измерения устройства: качество аналогового выхода, усилителя для наушников и уровень шума. Поэтому главный вывод такой: хороший внешний ЦАП может играть лучше внутренней карты. Хорошая внутренняя карта может играть лучше внешнего ЦАПа. А по одному названию ЦАП-чипа или надписи Hi-Res заранее определить результат невозможно. Следующий вопрос. Программы для реставрации винила. В них, когда удаляются щелчки и шумы, то программа полезные частоты не удаляет? Или их методика несовершенная и задевает часть полезных звуков? Задевают. Вопрос только в том, насколько сильно. То есть идеального удаления щелчков не существует? В общем случае нет. Любая программа реставрации пытается решить довольно сложную задачу — определить, что является музыкой, а что является дефектом носителя. А это далеко не всегда очевидно. Вот, например, на деревянную скульптуру капнули чернилом. Чтобы оттереть пятнышко, придется удалить часть поверхности. Или вывести пятновыводителем. Тоже может поменяться цвет поверхности. Но щелчок ведь выглядит совсем не как музыка. Часто да. Типичный щелчок винила представляет собой очень короткий импульс длительностью от нескольких отсчетов до нескольких десятков отсчетов. Поэтому современные алгоритмы умеют достаточно уверенно находить такие события. Однако после обнаружения возникает следующий вопрос: чем заменить удаленный участок? И что они делают? Обычно программа анализирует сигнал до и после дефекта и пытается восстановить недостающий фрагмент. По сути, она делает математическую догадку о том, как должна была выглядеть музыка в этом месте. То есть это уже не восстановление, а реконструкция? Вот именно. Это очень важное различие. Программа не может узнать, что было записано на пластинке до появления царапины. Она может лишь построить наиболее вероятную версию. А насколько точной бывает такая догадка? Если щелчок короткий и находится на фоне относительно плавного сигнала, результат часто оказывается практически идеальным. Но если дефект попал на атаку барабана, удар рояля, щипок струны или согласную в голосе певца, ситуация становится сложнее. Алгоритм может принять часть полезного сигнала за дефект или, наоборот, оставить часть щелчка. Получается, чем резче музыкальный сигнал, тем выше риск ошибки. Да, и это одна из причин, почему профессиональные реставраторы редко используют максимальную агрессивность обработки. Почему? Потому что существует известное правило реставрации. Лучше оставить небольшой остаток дефекта, чем удалить часть музыки. Представь старую картину. Если реставратор слишком усердно будет стирать потемневший лак, он может вместе с ним стереть часть оригинальной краски. Со звуком ситуация похожая. А что насчет шумоподавления? Там те же проблемы? Даже более серьезные. Щелчок — это короткое событие, которое сравнительно легко обнаружить. А шум пластинки присутствует постоянно и частично перекрывается с музыкальным сигналом. То есть там уже нельзя просто вырезать отдельные точки? Совершенно верно. Алгоритм пытается оценить спектр шума и уменьшить его уровень. Но проблема в том, что шум и музыка занимают одни и те же частотные области. Значит, нельзя убрать только шум и оставить музыку нетронутой? В общем случае нельзя.
Если шум находится на тех же частотах и в тот же момент времени, что и полезный сигнал, разделение становится вероятностной задачей, то есть с негарантированным результатом. Именно поэтому чрезмерное шумоподавление часто приводит к появлению характерных артефактов, исчезновению послезвучий, потере воздушности, булькающим или водянистым оттенком звучания. Это те самые артефакты, которые многие слышали в старых системах шумоподавления? Да, современные алгоритмы, особенно основанные на машинном обучении, работают значительно лучше, чем решения 20-летней давности. Но фундаментальное ограничение никуда не исчезло. Программа не обладает машиной времени и не знает исходный сигнал со стопроцентной точностью. Тогда какой подход считается наиболее разумным? Обычно лучший результат дает умеренная обработка. Удалить наиболее заметные щелчки, ослабить шум до комфортного уровня и при этом сохранить естественную структуру записи. Парадоксально, но многие опытные реставраторы считают небольшой остаточный шум менее вредным, чем чрезмерно агрессивную очистку. Потому что человеческое ухо довольно легко игнорирует слабый постоянный шум, а вот искусственные артефакты обработки часто привлекают внимание значительно сильнее. Поэтому ответ на вопрос зрителя такой. Современные программы способны очень эффективно удалять щелчки и шумы винила, но ни одна из них не умеет гарантированно отделять дефекты от музыки без каких-либо потерь. Любая реставрация — это поиск компромисса между чистотой записи и сохранением оригинального музыкального материала. Подробнее о виниле посмотрите видео по ссылке в описании. Вот такая реплика. Любая цифра — это обман и потеря информации. Тут всегда компромисс. Как сэкономить так, чтобы потребитель не заметил этого? Как появилась цифра в быту? Да просто. Был канал передачи данных с частотой 44 кГц. Ну и студии подумали, зачем лишний раз кодировать-декодировать? Давай писать в цифре. Почему цифра, а не аналог? С цифрой проще сжать сигнал, проще уплотнить, проще передать и принять. Из всего этого следует экономия частотного ресурса, мощности передатчиков и потребление энергии. Помехозащищенность, да и хранение информации тоже проще. Прокомментируй. В этой реплике есть и правда, и несколько распространенных заблуждений. Начнем с первого утверждения. Любая цифра — это потеря информации. Если говорить строго математически, то при аналогоцифровом преобразовании действительно происходит квантование и дискретизация сигнала. То есть непрерывный аналоговый сигнал заменяется набором чисел. В этом смысле исходное непрерывное представление действительно заменяется приближением. То есть здесь автор прав? Частично. Но дальше важно понимать масштаб этих потерь. Представь фотографию. Если ее уменьшить до 10 на 10 пикселей, потери будут огромными. А если сделать снимок на профессиональную камеру с десятками миллионов пикселей, то потери относительно возможностей человеческого зрения могут оказаться практически незаметными. С цифровым звуком похожая ситуация. Вопрос не в том, есть ли потери вообще, а в том, насколько они велики по сравнению с возможностями слуха и уровнем шумов реальной записи. Аналог получше будет? Здесь можно спросить так. Вам нравится идеальная цифровая частота в квартире, или вы предпочитаете легкий аналоговый художественный беспорядок? Вам нравятся чистые стены дома или на которых что-то нарисовано? Нет точного ответа. А как насчет утверждения, что цифра появилась только ради экономии? Вот здесь история уже гораздо интереснее. Действительно, цифровая передача данных позволяет эффективнее использовать каналы связи, лучше бороться с помехами, применять сжатие и упрощать хранение информации, а также гарантировать точную передачу информации. Но появление цифрового аудио было связано не только с экономией. А с чем еще? Например, с проблемой копирования. Если взять аналоговую магнитную ленту и сделать копию, качество немного ухудшится. Затем сделать копию копии, ухудшится еще раз и так далее. То есть шум и искажения накапливаются? Именно. Цифровая запись впервые позволила копировать информацию без накопления ошибок. Если бит прочитан правильно, он остается тем же самым битом, независимо от того, 10-я это копия или 1000-я.
Для студий это была настоящая революция. А что насчет частоты 44 кГц? Под нее все подстроили? Исторически первые цифровые аудиосистемы сохраняли данные на видеомагнитофоны. Для этого использовались телевизионные стандарты того времени. Из ограничений этих систем и родилась частота дискретизации 44,1 кГц. А почему именно 44,1 кГц, а не 40 или 50? Потому что она позволяла по теореме Найквиста корректно передавать весь слышимый диапазон до примерно 20 кГц. И одновременно достаточно хорошо вписывалась в технические ограничения тогдашних систем записи. Были и другие стандарты частоты дискретизации. Но ведь сегодня многие студии используют 96 или 192 кГц. Да, потому что современные вычислительные ресурсы позволяют это делать практически без ограничений и в реальном времени, что прежде всего важно именно для записи звука, чтобы не было прерываний в потоке аудио и задержка звука между входом и выходом аппаратуры была приемлемой. Важно понимать, что повышение частоты дискретизации решает не только вопрос передачи высоких частот. Оно также упрощает проектирование цифровых и аналоговых фильтров, уменьшает некоторые побочные эффекты обработки и дает больше свободы при производстве музыки. Тогда можно сказать, что цифра победила аналог исключительно из-за удобства? Не исключительно. Если смотреть глазами инженера связи, цифра действительно обеспечивает лучшую помехоустойчивость, удобство хранения, передачи и копирования. Если смотреть глазами студии звукозаписи, цифра позволяет выполнять сложнейшую и высококачественную обработку сигнала, которая в аналоговом мире была бы чрезвычайно дорогой или вообще невозможной. Если смотреть глазами пользователя, цифровой формат позволяет хранить тысячи альбомов на устройстве размером с ладонь. Поэтому цифровой звук появился не потому, что инженеры искали способ обмануть слушателя или ухудшить качество ради экономии. Скорее наоборот, инженеры искали способ сохранить качество достаточно высоким, одновременно получив преимущество хранения, копирования, передачи и обработки сигнала. Кто застал аналоговую эпоху в производстве музыки, тот поймет, что цифровые технологии позволили вздохнуть с облегчением музыкальным продюсерам и дали невероятную свободу в творчестве. Хотя и не без некоторых экзистенциальных проблем вроде пиратства и невероятно возросшей конкуренции между производителями музыки. То есть фраза «цифра — это компромисс» все-таки верна? Да, но справедливости ради, аналоговая запись тоже еще больший компромисс. У аналога есть шум ленты, шум винила, нелинейность магнитных материалов, износ носителя, ограничения по динамическому диапазону и множество других физических ограничений. Если нырнуть и осознать все, что там происходит, то можно просто ужаснуться. Поэтому вопрос никогда не стоял как идеальный аналог против несовершенной цифры. На практике инженеры всегда выбирали между разными наборами компромиссов. И успех цифрового аудио связан с тем, что для большинства задач его компромиссы оказались значительно менее заметными, чем компромиссы аналоговых технологий. А дополнительные материалы об аналоге и цифре смотрите в описании к этому видео. Вот у нас такой вопрос. Есть одна программа, автор которой утверждает, что при частотах апсэмплинга DSD-1024 и PCM-3072 кГц его софт может выдать файлы с соотношением сигнал-шум минус 500 дБ. Сама программа работает со внутренней математикой преобразований в 107-256-битных числах с плавающей точкой. Это маркетинговый ход или реально можно достичь такого в софте? Еще некоторые аудиофилы, которые ее использовали, утверждают, что компы с 32-64 гигов оперативки и выше, 8 ядер и более, показывают загрузку процессора на 90% при использовании этого софта. Но сторонние приложения отключены. Сам процесс апсэмплинга при этом занимал 5-20 минут одного трека. Это баг программы и несовершенство алгоритма или норма? Здесь нужно разделить разные понятия.
Во-первых, если программы действительно используют внутренние вычисления в 107, 128 или даже 256-битных числах с плавающей точкой, то теоретически ошибки округления могут быть настолько малы, что их уровень окажется значительно ниже минус 500 дБ относительно полного уровня сигнала. То есть цифра не обязательно взята с потолка. Не обязательно. Но важно понимать, что это характеристика внутренней математики алгоритма, а не характеристика реального звукового тракта. В прошлом видео мы уже обсуждали, что формальный динамический диапазон форматов с плавающей точкой может достигать 1000 дБ. Например, даже обычный 32-bit float способен представлять числа в диапазоне более 1500 дБ между максимальными и минимальными значениями. Звучит фантастически. Получается, можно создать музыкальный файл с динамическим диапазоном в 1500 дБ и даже более? Формально можно создать математические числа такого масштаба. Но это не значит, что такие сигналы существуют в реальном мире, и есть в них реальная необходимость. Мы, конечно, за стремление к идеалу. С другой стороны, должен быть обоснованный подход. Представь линейку длиной от Земли до Луны с делениями меньше размера атома. Нарисовать такую линейку на бумаге можно, но измерять ею реальный стол бессмысленно. С огромными значениями, вроде 256-бит float, ситуация похожая. Это возможности математической модели, а не реальной аппаратуры. То есть реальные записи музыки до таких уровней просто не доходят? Запас по уровню типа float нужен не только для записи, но и для сложных обработок с большими накоплениями. Там промежуточные числа растут быстро. Реально упереться в потолок 32-бит float. Однако сегодня мы вряд ли упремся в потолок 64-бит float. Теперь вернемся к записям. Любая запись начинается с микрофона и заканчивается выходом аналога цифрового преобразователя – АЦП. Что такое АЦП для тех, кто не знаком с термином? АЦП – это аналогоцифровой преобразователь. Именно он переводит непрерывный электрический сигнал от микрофона, выхода его предусилителя, синтезатора, линейного выхода аудиоустройства или микшерного пульта в цифровые отчеты, которые записываются в файл в программе DAW – Digital Audio Workstation. Когда вокал записывают в студии, когда оцифровывают винил, когда записывают концерт или акустическую гитару, везде работает АЦП. И у любого реального АЦП и записываемого устройства есть собственный шум. Даже очень хорошие современные студийные системы обычно обеспечивают реальный шумовой пол примерно от минус 100 до минус 130 дБ относительно максимального уровня сигнала. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, но порядок величин именно такой. Поэтому музыкальной информации на уровнях минус 300, минус 500 или минус 1000 дБ в реальных записях обычно просто нет. Ее невозможно было захватить при записи. Тогда получается, что минус 500 дБ имеет смысл только для искусственно созданных сигналов. Да, такие цифры обычно относятся к синтетическим тестовым сигналам, которые программа генерирует непосредственно математически, без участия микрофонов, электроники и окружающего мира. Например, можно сгенерировать идеальную синусоиду и рассчитать ее с колоссальной точностью. Тогда вычислительные ошибки действительно могут оказаться на уровнях минус 400 или минус 500 дБ. Но это уже разговор о сферической в вакууме математики алгоритма, а не о музыке. А что насчет преобразования Фурье и окон? Иногда говорят, что окно обеспечивает уровень шума минус 500 дБ. Здесь тоже часто возникает путаница. Для начала нужно понять, что такое окно. Представь, что ты слушаешь длинную симфонию, но тебе разрешили посмотреть только на одну маленькую страницу партитуры. По этой странице ты пытаешься понять, какие инструменты играют. Преобразование Фурье делает нечто похожее. Оно анализирует не весь сигнал сразу, а небольшой фрагмент во времени. Но возникает проблема. Если просто резко отрезать кусок сигнала по краям, появляются искусственные искажения спектра. Это называется спектральной утечкой. И окно нужно для борьбы с этой утечкой? Именно. Оконная функция плавно уменьшает вклад отсчетов возле границ анализируемого фрагмента. Если использовать аналогию с фотографией, то окно — это не ножницы, которые резко обрезают изображение, а плавное размытие по краям кадра. Благодаря окну уменьшается количество искусственных артефактов в спектре.
Артефакты, возникающие именно из-за измерений. Да, из-за измерений. Они обычно относятся не к шуму записи, а к уровню боковых лепестков окна. Боковые лепестки можно представить как паразитные призраки сильного сигнала в спектре. Чем они ниже, тем меньше сильная частота мешает увидеть рядом слабые компоненты. Например, окно Ханна имеет первый боковой лепесток около минус 31 дБ. У окна Блэкмана примерно минус 58 дБ. У окна Блэкмана-Харриса около минус 92 дБ. Некоторые специальные окна позволяют опустить боковые лепестки значительно ниже минус 150 дБ. А минус 500 дБ возможно? Теоретически, в математической модели можно построить окна и фильтры с экстремально низкими уровнями побочных составляющих, но практический смысл таких значений уже весьма ограничен и не имеет смысла для аудио. Когда же мы говорим о реальной музыке, основное ограничение обычно задает не окно, а шум самой записи, электроники и АЦП. То есть музыка давно закончилась, а математика продолжает улучшаться? Очень хорошая формулировка. Нужен баланс точного и разумного. Например, в AUI-конвертер при проектировании алгоритмов мы ориентируемся примерно на уровень измерения вычислительных ошибок порядка минус 170 дБ. Характеристики того самого окна. Почему именно около минус 170 дБ? Такой уровень уже с огромным запасом, около 40 дБ, ниже шумового пола практически любых реальных музыкальных записей. Потому что дальше начинается область, где улучшения становятся скорее академическими, чем практическими. Имея такой уровень шумов измерения, можно не учитывать влияние обработок, артефакты которых находятся в области такого шума. Если исходная запись содержит шум АЦП на уровне минус 110 или минус 130 дБ, а алгоритм вносит собственные ошибки на уровне около минус 170 дБ, то запас составляет десятки децибел. Вычислительные артефакты оказываются намного ниже любой информации, присутствующей в исходном материале. А значит, борьба за минус 300 или минус 500 дБ уже мало влияет на реальную музыку? Именно. Такие цифры могут быть любопытны. Можно, конечно, гнаться за экстремальными значениями шумового пола, которые находятся далеко за пределами возможностей аудиозаписи. Но для работы над реальными музыкальными произведениями гораздо важнее правильная сбалансированность параметров обработок звука, достижение которой скорее искусство, чем формализованная математика. А что насчет загрузки процессора? Загрузка процессора зависит не только от мощности алгоритмов, но от того, как организованы вычисления. Внутри программы могут быть параллельные ветви вычислений. Каждая такая ветвь может быть повешена операционной системой на свое ядро процессора. Поэтому и загрузка такая. Например, в AUI-конвертер мы используем одну ветвь вычисления на один файл. И если пользователь не хочет загружать все ядра своего процессора, то в настройках программы он может ограничить количество используемых ядер процессора. Свободные ядра могут использоваться другими программами. Но учтите, что распределение вычислительных ветвей всех запущенных программ по доступным ядрам процессора осуществляется операционной системой. Из программы можно влиять на это весьма опосредованно. И ничего нельзя сделать? Если говорить простым языком, программа может высказать операционной системе свои пожелания и быть адаптированной под их исполнение. Но как исполнять эти пожелания, операционная система компьютера решает сама. При ресэмплинге нет проблем загрузить любой процессор, особенно для больших частот дискретизации. Поэтому загрузка может быть и 90, и 100% для всех ядер, если программа дала понять операционной системе, что она готова к такому, и она реально имеет такие возможности. Это даже может блокировать интерфейс самой программы, а другие программы и фоновые процессы могут замедлиться. Также есть возможность подосвободить ядра при выполнении ветви вычислений, но ценой скорости вычислений. А чтобы больше узнать об аудиоформатах с плавающей точкой, смотрите видео в описании к этому ролику. Наше время вышло. Давайте прощаться. Встретимся в следующих выпусках. Обязательно читайте статьи и смотрите ролики по ссылкам в описании к этому видео. А с вами были Элеонора и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter.
В комментариях задавайте вопросы для следующих выпусков и делитесь своим опытом по темам этого ролика. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.